Ваня, ты уже начал собирать вещи? Да, Лена, вот только открыл чемодан. Давай помогу тебе сложить одежду. Спасибо, мне это очень пригодится. Куда ты едешь? В Берлин, да? Да, в Берлин на 3 месяца. Ты уже купил билеты на поезд? Да, билет на поезд до Москвы уже у меня. А из Москвы ты летишь на самолете? Да, рейс завтра утром. Не забудь паспорт, это важно. Вот он, уже положил в сумку. Молодец. А билеты тоже с собой? Билеты я распечатал и положил в папку. Что ты возьмешь из одежды? Я беру пару джинсов, футболки и рубашки. В Берлине сейчас прохладно. Возьми свитер. Точно, спасибо, почти забыл о свитере. А куртку ты положил? Нет, сейчас сложу в чемодан. Зонт тоже не помешает. Там часто дождь. У меня маленький зонт, положу его в боковой карман. Обувь какую берешь? Кроссовки и ботинки на случай дождя. Молодец. А тапочки для дома? О, совсем забыл. Сейчас положу тапочки. Ты будешь жить в общежитии? Да, университетское общежитие, комната на двоих. Волнуешься перед поездкой? Немного, все новое и неизвестное. Это нормально. Ты быстро привыкнешь. Ты всегда находишь новых друзей. Спасибо, твоя поддержка важна для меня. Ты берешь русские книги. Да, одну книгу Достоевского возьму. Отлично. А блокнот для заметок? Блокнот и ручки уже у меня в рюкзаке. Ты будешь звонить родителям часто. Конечно, буду звонить им каждую неделю. Не забудь зарядку для телефона. Спасибо, сейчас проверю. Вот она. В Германии другая розетка, нужен переходник. Да, взял переходник, чтобы не забыть. Какой у тебя багаж? Ручная кладь или большой чемодан? Один большой чемодан и рюкзак. В рюкзак положи документы и ценные вещи. Спасибо за совет, так и сделаю. Ты не берешь с собой чай? Я куплю чай в Берлине. Или ты советуешь взять? Лучше возьми немного любимого чая. Хорошо, положу пачку зеленого чая. А что насчет еды в дорогу? Сделаю бутерброды и возьму яблоки. Молодец. Вода нужна обязательно. Куплю бутылку воды перед отъездом. Ты знаешь, где находится вокзал? Да, я уже смотрел карту. Во сколько у тебя поезд? В 8 утра. Придется рано встать. Я могу проводить тебя на вокзал. Спасибо, это будет приятно. Какой у тебя маршрут до Берлина? Сначала поезд до Москвы, потом самолет. В аэропорту будь внимателен с багажом. Я всегда слежу за своими вещами. Ты уже выбрал место в самолете? Да, у окна люблю смотреть в иллюминатор. Красиво. Может, увидишь облака и города? Обязательно сделаю фото и пришлю тебе. Буду ждать. Ты уже знаешь немецкий язык? Чуть-чуть. Могу сказать привет и спасибо. В Берлине много людей говорит по-английски. Да, это поможет мне первое время. Ты будешь скучать по родному городу? Да, конечно, мне будет не хватать дома. Я тоже буду скучать по тебе. Спасибо, Лена, ты настоящий друг. Пиши мне, когда приедешь. Обязательно напишу сразу. Ты уже выбрал подарки для новых друзей. Думаю взять сувениры из Петербурга. Отличная идея. Все любят русские сувениры. Я положу матрешку и магнит.
А открытки с видами города? Точно, возьму несколько открыток. Ты не забыл аптечку? Нет, вот таблетки и пластыри. Вдруг понадобится. А крем для рук? Крем положу в маленькую косметичку. Какой у тебя план на первый день? Познакомлюсь с соседом по комнате и пойду в магазин. А экскурсии по городу планируешь? Да, хочу увидеть Бранденбургские ворота. И музей Пергамон там интересный. Обязательно схожу, если будет время. Ты возьмешь фотоаппарат? У меня есть телефон с хорошей камерой. Сделай много фотографий для нас. Конечно, буду делиться впечатлениями. А теплые носки взял? Да, мама напомнила мне про носки. Твоя мама заботливая, как всегда. Она переживает, но рада за меня. Ты уже знаешь расписание занятий? Мне прислали по электронной почте. Здорово. Ты будешь учиться на немецком? Часть занятий на английском, часть на немецком. Ты быстро выучишь новый язык. Спасибо за веру в меня, Лена. Ты возьмешь блокнот для новых слов? Да, чтобы записывать полезные фразы. Возьми ручку на запас, вдруг потеряешь одну. Положу 2 ручки. Спасибо за идею. Ты не забыл очки для чтения? Очки у меня всегда в кармане. А зарядка для ноутбука? Проверил, все на месте. Напомни адрес общежития, чтобы я знала. Я пришлю тебе адрес, когда приеду. Ты будешь готовить сам или есть в столовой? Планирую готовить простые блюда. Возьми с собой рецепт борща. Хорошая идея, напишу его в блокнот. Ты не забыл фотографию семьи? Нет, она всегда со мной. Это поможет, если станет грустно. Спасибо, Лена, твои советы всегда кстати. Ты знаешь, где ближайший супермаркет в Берлине? Поищу на карте, когда приеду. Если что, спроси у соседей. Обязательно не буду стесняться. Ты берешь теплый шарф? Да, вот мой любимый шарф. Тогда ты точно не замерзнешь. Спасибо, я буду аккуратен. Сколько дней ты будешь в пути? 1 день на дорогу, потом сразу заселение. Хорошо, напиши, когда приедешь. Обязательно, Лена. Ты берешь с собой книги на немецком? Нет, но куплю там для практики. Может, купишь словарь? Да, это пригодится. Ты не забыл зарядку для планшета? Положил и зарядку, и наушники. Молодец. А любимую кружку возьмешь? Да, без нее чай не такой вкусный. Собрал все необходимое для душа. Шампунь, мыло и зубная щетка уже в сумке. Проверь еще раз документы. Все на месте: паспорт, виза, билеты. Когда ты вернешься обратно? Через 3 месяца, если все пойдет по плану. Я буду ждать тебя и писать письма. Спасибо, мне будет очень приятно. Ты любишь немецкую кухню? Хочу попробовать брецели и сосиски. Ты не забудешь русский хлеб? Конечно, буду скучать по нашему хлебу. Тогда приходи ко мне в гости, когда вернешься. Обязательно, Лена. Пусть у тебя будет легкая дорога. Спасибо за все. Ты мой лучший друг. Обними меня перед отъездом. Обязательно. Я буду скучать. Я тоже. Ты всегда в моем сердце. Спасибо за поддержку и дружбу. Береги себя, Ваня. Обещаю, Лена. Ты готов отправляться в новое путешествие? Да, теперь я не боюсь.
Ты смелый и добрый человек. Спасибо, ты всегда веришь в меня. Пусть у тебя все получится. Я буду стараться изо всех сил. Я горжусь тобой, Ваня. Спасибо, Лена. До скорой встречи.